Представьте, вы случайно узнали, что по соседству с вами под чужим именем живет массовый убийца. И не просто убийца, а тот, кто в ответе за гибель ваших родственников. Его дети ходят в ту же школу, что и ваши. Вы запросто можете столкнуться с ним, например, в магазине. Скорее всего, вы ужаснетесь и сообщите о преступнике в полицию и будете рассчитывать, что его поймают. Но вот незадача. Полиция на стороне убийцы. В такой ситуации оказался Лотар Герман, немецкий еврей, бежавший из нацистской Германии в Аргентину. Бегство спасло ему жизнь. Его брат и племянник, которые остались, погибли в концлагере. Однако, через 10 лет после приезда Германа в Аргентину туда стали приезжать и нацисты. Они уже спасались от правосудия. Аргентинский диктатор Хуан Перон симпатизировал Гитлеру, а беглых нацистов даже нанимал на службу в армию. Жили они тут же, неподалеку от еврейских беженцев. И вот как-то дочь Германа, Сильвия, познакомилась с парнем по имени Клаус Клемент. Юноша оказался болтливым. Хвастался заслугами отца перед Третьим рейхом. Потом всплыла его настоящая фамилия – Эйхман. Так Герман понял, что человек, скрывающийся под именем Рикардо Клемент в Буэнос-Айресе, никто иной, как Адольф Эйхман, архитектор Холокоста, третий после Гитлера и Гиммлера организатор геноцида евреев. Что бы вы сделали на месте Германа? Пойти в полицию нельзя, аргентинцам на преступления нацистов наплевать. Сообщить американцам? Так тем тоже все равно, они свою охоту на нации уже давно закончили. Написать «в Израиль»? Но израильтянам вроде бы не до того, они буквально окружены врагами. Да и как с ними связаться? В Буэнос-Айресе нет филиала Моссада, куда можно ввалиться с заявлением, я, мол, Эйхмана нашел. О том, что ему делать, Герман думал не один год, пока наконец не прочел в газете, что некий Фриц Бауэр, генеральный прокурор земли Гессен, запустил расследование против Эйхмана и начал его поиски. До этого Герман даже не думал обращаться в ФРГ, где все еще имели огромное влияние бывшие нацисты. Но после заметки в газете решил попробовать. Сегодня поговорим о том, почему Герман принял такое решение – доверить важную информацию именно Фрицу Бауэру. Кем вообще был этот Фриц Бауэр? И какую роль он сыграл в становлении современной Германии? Перед тем, как начнем, быстро напомню. Уже послезавтра наш спектакль «Жила-была Россия», ну и встреча со мной, состоится во Франкфурте. А еще через несколько дней в Париже, а потом в Риге, Таллине, Цюрихе и Милане. Билеты можно купить по ссылке в описании. Во Франкфурте мы открыли льготные билеты для студентов и беженцев, так что заходите и берите. Итак, Герман стал наводить справки о Фрице Бауэре. Тот оказался немецким евреем, социал-демократом, служившим судьей в Штутгарте, пока Гитлер не пришел к власти. Нацисты его уволили и посадили на полгода в концлагерь за подготовку протестов. Оттуда Бауэр бежал в Данию и вернулся из эмиграции только в 1949-м, уже после войны, чтобы строить в послевоенной Германии систему правосудия. Бауэр не был похож ни на обычного немецкого чиновника, ни тем более на дружка нацистов. И Герман решился. Он написал Бауэру письмо, где сообщил адрес фальшивого Рикардо Клемента. Буэнос-Айрес, улица Чикабуко, дом 4261. Настал черед прокурора ломать голову. Если бы Эйхман был в Германии, он мог бы еще попытаться добиться его ареста, но в Аргентине ничего не выйдет. Обязательно произойдет утечка, кто-нибудь из бывших нацистов или сами аргентинцы предупредят Эйхмана и потом ищи его. Такое уже случалось. Когда Бауэр всего лишь запросил разрешение начать расследование против Рейнхольда Ворберга, одного из организаторов нацистской программы убийств инвалидов и психически больных немцев, то тот тут же сбежал в Испанию. Кто-то изнутри немецкой системы предупредил преступника. В этот раз ошибиться было нельзя, и Бауэр нашел другой путь. На подготовку операции по захвату Эйхмана ушло несколько месяцев. Осуществляли ее, однако, не немцы, а израильтяне. Руководил операцией Моссада Иссер Харель, рожденный еще в Российской империи под именем Израиль Натанович Гальперин. 11 мая 1960 года его агенты схватили Эйхмана прямо на улице Буэнос-Айреса. Без свидетелей затолкали в машину, тайно вывезли из Аргентины и доставили в Израиль, чтобы судить. Так мир увидел оберштурмбанфюрера СС на скамье подсудимых в Иерусалиме. Суд признал Адольфа Эйхмана виновным в преступлениях против человечности и против еврейского народа и приговорил к смерти. Эйхмана повесили, тело сожгли, а прах развеяли в море за пределами израильских территориальных вод.
Это была вторая и последняя казнь в истории государства Израиль. Всего этого не произошло бы, если бы не Фриц Бауэр. Он не только передал Моссаду адрес Эйхмана, но даже поучаствовал в подготовке похищения. Чтобы не спугнуть нациста, Бауэр публично заявлял, что Эйхмана ищут на Ближнем Востоке. Тем временем, чуть ли не уговаривая Моссад и израильского премьер-министра Давида Бен-Гуриона провести операцию в Аргентине. Ведь речь шла о нарушении суверенитета другого государства, а у молодого Израиля, который многие в мире еще не признавали, и так хватало врагов. История с Эйхманом ожидаемо превратилась в международный скандал и добавила Израилю хлопот. Но все-таки Бен-Гурион согласился с Бауэром. Организатор Холокоста не должен избежать наказания. И не избежал. Бауэр никогда бы не добился правосудия в одиночку. У него были сторонники в Министерстве юстиции, но все-таки для немцев он был белой вороной. Даже хуже, он был врагом части своих коллег. Война закончилась, но нацисты никуда не делись. Денацификация, которую провели союзники, коснулась лишь самых главных преступников – злодеев вроде Гиммлера и Геринга. Огромное количество убийц ушло от ответа. Кто-то сбежал в другие страны, большинство же притаилось внутри Германии. И важно было привлечь этих людей к ответственности. Но новое немецкое государство, Федеративная Республика Германия, не могло. Канцлер Конрад Аденауэр, хоть и был противником нацистов, в еще большей степени был прагматиком. Невозможно было управлять государством и восстанавливать экономику без бывших наций. Где взять администраторов, судей, полицейских, врачей? В партии и СС состояли миллионы людей, и еще попробуй разберись там, кто именно из них запятнал себя военными преступлениями, а кто нет. Всякая попытка вывести кого-нибудь из убийц на чистую воду саботировалась бывшими нацистами из солидарности. Из 47 руководителей криминального бюро нового немецкого государства ФРГ 33 человека раньше служили в СС. Даже глава Центра по расследованию преступлений национал-социализма, прокурор Эрвин Шуле, и тот был членом НСДАП и состоял в отрядах СА. Бывших нацистов было много и в Министерстве внутренних дел, и в БНД, это спецслужба ФРГ. Ну вот сидит какой-нибудь следователь и думает, прокурор просит собрать улики против такого-то бывшего палача. А завтра придут за мной, я ведь тоже состоял вовсе не в сопротивлении, а сажал врагов режима, подумает он. Поэтому напишу-ка я, что улик не обнаружено и дело закрыто, а потом, если что, и мне помогут. Фриц Бауэр однажды сказал так. Когда я выхожу из своего кабинета, то оказываюсь на вражеской территории. Именно поэтому в случае с Эйхманом он решил тайно сотрудничать с Моссадом и рискнул карьерой и свободой. Не положено прокурору ФРГ сотрудничать с чужими спецслужбами. Ему было важно, чтобы немецкий народ увидел. Вот судят организатора геноцида, вот его казнят. Ведь, как говорил Бауэр, чтобы по-настоящему проработать прошлое нашей страны, сначала нужно совершить правосудие над нами самими. Он хотел устроить большой процесс, который помог бы обществу изменить взгляд на свою роль в прошедшей войне. Но в 50-е в Германии никто этого не хотел. Все желали наслаждаться жизнью, экономическим чудом, забыть как свои, так и чужие грехи. До конца 50-х Бауэр добился только одного серьезного успеха – реабилитации участников заговора 20 июля 1944 года, у которых почти получилось убить Адольфа Гитлера и свергнуть режим. Суд признал заговорщиков не изменниками, но людьми, действовавшими во благо Германии и из горячей любви к Отечеству. Впервые немецкое правосудие во всеуслышание заявило – национал-социалистическое государство было государством бесправия. Бороться против него было патриотическим долгом. Идея Бауэра о том, что правосудие может перевоспитать немцев, сработала в этот раз. Это показали соцопросы. До процесса четверть немцев называла заговорщиков врагами Германии. Почти половина не могла дать однозначного ответа, враги они или нет. После же суда только 7% опрошенных осуждали заговор сопротивления, а 58% заявляли, что заговорщики предателями не были. Но шанс на по-настоящему громкое дело выпал Бауэру только в 1959 году, когда журналист Томас Гнилка принес ему случайно сохранившиеся документы Освенцима. Там значились эсэсовцы, убившие заключенных якобы при попытке к бегству. Эти списки стали зацепкой, позволившей Бауэру начать официальное расследование. Оно длилось несколько лет. Бауэр поручил его молодым прокурорам Клюгеру и Фогелю. Бауэру нужно было избежать обвинений, что, дескать, он еврей по происхождению, а значит, выдумал этот процесс из мести. К тому же прокуроры Клюгер и Фогель были из нового, незапятнанного нацизмом поколения Германии.
По замыслу Бауэра, именно молодые люди идеально подходили на роль обвинителей прошлого. Прокуроры опросили 1500 свидетелей и выявили 599 подозреваемых. Процесс открылся во Франкфурте в конце 1963 года и шел 1,5 года. На скамье подсудимых оказались 22 человека, от адъютанта-коменданта Освенцима до эсэсовца, выдававшего заключенным одежду. Выбор этот не случайен. Бауэр хотел показать две важные вещи, которые не желало признавать немецкое общество. Во-первых, в преступлениях нацизма виновен не только Гитлер. Обвиняемые разделяли нацистское мировоззрение и действовали не по принуждению, не потому что просто выполняли преступный приказ, а потому что считали его правильным. А во-вторых, концлагерь в Польше был не просто плохим лагерем, в котором случайно оказалось много садистов. Нет, это была тщательно выстроенная фабрика смерти, жертвами которой стали больше 1 миллиона человек. Чтобы подкрепить эти тезисы, 360 свидетелей рассказали подробности о жестокости и варварстве СС. Это произвело огромное впечатление. Обычные на вид немцы, такие же, как и все. Банковские клерки, молочники, бухгалтеры, сторожи, инженеры и фармацевты оказались массовыми убийцами. А после войны они просто вернулись к прежним профессиям, как будто ничего не случилось. Адъютант коменданта и организатор газовых камер Роберт Мулка имел процветающий бизнес в Гамбурге, а Освальд Кадук работал в Берлине медбратом и так хорошо заботился о пациентах, что те прозвали его «Папа Кадук». А в лагере Папа Кадук забивал взрослых и детей до смерти и ради забавы кидал на колючую проволоку шапки заключенных, чтобы узники попытались их забрать и были застрелены охранниками. Освальда Кадука обвиняли в убийстве более чем 1000 человек, а фармацевт Йозеф Клер убил не меньше 3000 смертельными инъекциями. Об этом в суде говорили жертвы из десятка стран, из Польши, Чехословакии, Франции, США и даже из Советского Союза. Москвич Николай Васильев дал показания, рассказав, как убивали советских военнопленных. Донецкий шахтер Андрей Погожев о том, как убивали его товарищей и избивали его самого. Пермский инженер Павел Стенкин, который сумел сбежать из Освенцима, рассказал, как подсудимый Штарк убил его товарища по фамилии Прохоров. Сильным ударом локтя правой руки сшибает его с ног. Und dann mit einem starken Schlag mit dem Ellenbogen schlug ihn auf den Boden. Прохоров упал на спину. Prochorov fiel auf den Rücken. Эсэсовец встал ему своим сапогом на горло. Der SS-Mann stellte sich mit seinen Stiefeln ihm auf den Hals. И стоял до тех пор, пока Прохоров не умер. Und blieb dort so lange stehen, bis Prochorov starb. Но я потерял последнего товарища. Und so verlor ich den letzten Kameraden. В августе 1965 года судьи зачитали приговор. Перечисление преступлений в обвинительной части заняло аж 700 страниц. 6 приговорили к пожизненному заключению. 3 были оправданы. Например, тот, кто выдавал одежду и никого своими руками не убил. Остальные получили от 3 до 14 лет за пособничество в убийстве. Но лишь один из подсудимых сказал, что стыдится своего прошлого. Ему было всего 16, когда он оказался в СС. Свою вину не признал никто. Процесс заставил немецкое общество наконец заговорить об Освенциме и о других преступлениях. Стало невозможно просто отмахиваться от произошедшего со словами «это все пропаганда союзников» или «лагеря и садисты были везде». Теперь дети спрашивали родителей, кем они были и что делали во время войны, и хотели услышать правду. За время суда вышло более 1500 публикаций о нем. Больше 20 000 человек посетили залы суда. О процессе говорили по радио и на телевидении. Тогда Освенцим и стал синонимом Холокоста. Однако в Освенциме было 8000 эсэсовцев, а осудили меньше 20. Несмотря на это, Освенцимский процесс стал победой Фрица Бауэра. Процесс нужен был не для того, чтобы наказать каждого. Он нужен был, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем. «Ничего не принадлежит прошлому», — говорил Бауэр. «Все это еще настоящее и может снова стать будущим». Он считал, что появись новый Гитлер тогда, в 60-е, он не был бы отвергнут народом. Люди не желали говорить о случившемся, не хотели признавать нацизм катастрофой. Всего 8% немцев говорили, что чувствуют личную вину за содеянное их страной в годы Второй мировой войны. Чтобы это изменить, Бауэр рискнул карьерой и жизнью.
Полицейские бюрократы вставляли ему палки в колеса. Нацисты, связанные с концлагерями, пытались его запугать. Пока шло расследование, прокурору приходили анонимные письма с угрозами. По ночам ему звонили и кричали в трубку: «Сдохни, еврейская свинья!» или «Ты тоже окажешься в газовой камере». Бауэр носил пистолет для самообороны, а перед каждым заседанием суда помещение тщательно проверяли на наличие взрывчатки. Дважды на Фрица Бауэра готовилось покушение. К сопротивлению и критике прокурор относился с сочувствием. Он говорил: причина, по которой люди так страстно выступают против этих судебных процессов, не в том, что они считают их несправедливыми или безнравственными, а в том, что они знают, что вместе с 22 обвиняемыми на скамье подсудимых сидит 22 миллиона человек. Освенцимский процесс стал большим шагом на пути к настоящей денацификации Германии, не навязанной победителями, а исходящей от самих немцев. Тогда, во Франкфурте, они впервые посмотрели в глаза жертвам своей страны. Молодежь не только приходила на заседание суда. Они помогали свидетелям, бывшим узникам Освенцима, сопровождали их, поддерживали, организовывали досуг, чтобы хотя бы так, хоть чуть-чуть искупить вину. Бауэр нажил много врагов. Когда утром 1 июля 1968 года его нашли мертвым в собственной квартире, сразу пошли слухи, что его убили. Слишком многим он перешел дорогу, пролил свет на слишком многие темные пятна недавней немецкой истории. Судмедэксперты выяснили, что у него была болезнь сердца и бронхит. В крови обнаружили следы приличной дозы снотворного и алкоголя. Нет, Фрица Бауэра не убили. Никто не осмелился. Кроме врагов, у него было и много друзей. Тех, кто согласился с ним в главном, что человек должен служить не государству, что есть вещи важнее – право и мораль. А если государство идет против них, то долг человека и патриота – неподчинение. «Люди в Германии прославляли героизм на фронте», – говорил Бауэр во время суда над эсэсовцами. «Там были мужество и отвага, направленные против внешнего врага. Но гражданское мужество столь же велико, и оно не менее необходимо. Это дело чести отстаивать закон и право в своем государстве. Вот в чем смысл этих судебных процессов. Вы должны были сказать «нет». Настоящая денацификация заняла еще много лет, но ФРГ, вопреки сомнениям самого Бауэра, все-таки стала такой, какой он ее хотел видеть. Страной, где уважаются права человека вне зависимости от его происхождения. Где общество не замалчивает прошлое, а пытается исправить и не повторять ошибки. До завтра.